Всем доброй ночи, а, наверное, точнее уже доброго утра почти. Ну, может, у кого-то ночь, утро. У нас ночь, у нас 4, полчетвертого ночи, точнее, ближе к утру. Дорогие друзья, я продолжаю тему э, магии, традиций кочевников. Э, Люди, которые захотят больше посмотреть на эту тематику, да, наберите вот «Магия кочевников. Ведьмина изба». Это первая часть. Шаманизм, ведьмина изба, ритуалы шаманов для всех, они очень сильные. И я подарила людям, которые в трудной жизненной ситуации, чтобы они могли взять и сами сделать. Они очень сильно, особенно там есть один интересный ритуал, когда выписываются имена врагов, сжигается, пепел развеивается. Ну, очень быстро действует. По крайней мере, я знаю, что 3 директора заболели. Мне написали с разных мест, что директор, там, секретарь, в общем, кто обидел человека, тут же получил по башке. Это вначале я просто объясняю, какие темы найти, чтобы картина была полной. Перед вами волк. Почему волк? Потому что именно белый волк. Потому что по поверьям кочевых народов, я не буду делать акцент на монголов, потому что не только монголы кочевые народы, да, хотя монголы были более такие, скажем, имели больше вес, но кочевые народы именно Азии, они не только монголоидные. В любом случае. Итак, бог, верховный бог Тенгри, Тенгер, если кому интересно, можете посмотреть мой ритуал Бир Тенгри. Он подарен людям для победы, если они хотят победить в какой-либо битве. Хочу вам сказать, что бог Тенгри был покровитель самого Чингисхана, дорогие друзья. И он всегда перед боем говорил: «О, бог Тенгри, повелитель голубого неба, услышь мою молитву, а не моего врага». И если вы маломальски знаете историю, и если вы знаете, что он был победителем во всех боях, да, во всех своих сражениях, то, наверное, вы понимаете, что Тенгри — это не просто так сказанное слово, что Тенгри есть, э, скажем так, реальная сила. И я говорила, что во Вселенной существует много сил, и вообще настоящие практикующие люди, ведьмы, колдуны, шаманы, в общем, люди, которые как мост между миром людей и миром потустороннего мира, учат людей взаимодействовать со всеми силами. Тогда человек счастлив, потому что да-да-да, я угадываю мысли Натали. А, нет, это Татьяна, перепутала. Так вот, почему мне нравится вот эта вот тематика «Удача колдуна»? Так вот, бог Тенгри показывался людям в образе белого волка. И поэтому я поставила здесь как бы заглавный его образ, облик белого волка. И больше ничего не нужно, потому что, да, да, Натали, точно, все путаю уже я, у меня уже тут и степь, просто степь, скажем. Как говорят, степь да степь кругом. Дорогие друзья, я хочу объяснить, почему мне нравится тематика именно кочевых народов. Так уж получилось, что мои друзья, которые... Кто-то жил в Афганистане, кто-то жил, служил там в Монголии когда-то или на границе с Монголией. Очень много общались с местным населением, и много из них мне приносили определенные заговоры, определенные тетради с заговорами. Я вам дарила монгольские ритуалы, и не только монгольские ритуалы, если помните. А вот в ритуале Бир Тенгри, что означает единый, то есть верховный, там я привела текст, очень древний текст на старом монгольском языке, который как бы еще как был известен из книги, вообще называют европейцы Азия Куран. Куран вообще или Коран означает книга, вообще по сути Куран. И вот там
есть эти древние молитвы, есть эти древние тексты, которые я вам привела. Не все, конечно, у меня есть, но много из них мне было принесено вместе с переводом внизу. И люди, которые это совершают, говорят, что очень сильно помогает. Любой человек, который э, тем более у которого есть хоть мало-мальски какая-либо кочевая кровь, у него сразу это получается. Вот я говорила, что недавно мне человек написала с Ростова. Она сказала, у меня есть булгарская кровь, хотя по ней не скажешь, она абсолютно светлый человек, вообще светловолосая, светлолицая. Но она сказала, у меня есть кровь булгар. И я люблю эти ритуалы, именно кочевые ритуалы, которые вы даете, да. И говорит, я после того, как сделала, через 1,5 месяца она переехала в свою новую квартиру. То есть она смогла за 1,5 месяца приобрести и переехать. Может, у нее какие-то были трудности, сразу оно прорвало. Так вот, почему я люблю тематику кочевую, да, вот именно э, удача кочевника, магия кочевника и прочее. Потому что я, наверное, по духу вот ближе к людям, которые не кочевникам, а людям, которые начинали с нуля, из ниоткуда. Просто из пустоты поднимались и начинали свою жизнь из ниоткуда. Вот любой сильный человек, который в этой жизни поднялся и добился определенных успехов, он очень похож по психологии на кочевника. Имеется в виду, что он один в степи, понимаете? Он абсолютно один. Степь глухая, ничего там нет, ничего не растет. И он должен создать свою жизнь, свою удачу из ничего, с нуля. Так вот, понимая, что с нуля вроде бы ничего не создается, но люди, которые сами себя сделали в этой жизни, в этом мире, грубо говоря, сами себя подняли и сами себе заработали имя, имущество и прочее, они похожи на тех кочевников, которые стоят в степи, у которых нет ничего вокруг. Все абсолютно, то есть абсолютная степь, да, глухая степь. Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, там есть мои координаты. Я сегодня тоже написала, куда обращаться. Не под темой. Это только обращаться сначала по телефону, написать, то есть, а потом уже рассмотрим. Так вот, и вот сильный человек подобен тому кочевнику, у которого ничего нет, у которого голая степь, и который должен начинать свою жизнь с нуля, с ничего. В чем прелесть именно, скажем, кочевой психологии? Дорогие друзья, когда кочевые народы перемещались с одного места на другое, во-первых, они были аскетичны. Это означает, что они много предметов с собой не брали. У них были предметы самой первой необходимости и не более того. Потому что каждый раз, значит, ставить юрту, да, разбирать юрту. Вообще у кочевых народностей до сих пор есть такое вот понятие. Они не говорят строить дом, они говорят шить дом. Вот у них это слово шить считается, то есть строительство дома, потому что осталась генетическая память кочевых народов шить дом, потому что юрту шили. Ну, не зашивали прямо как мы и привыкли, но шили, они друг к другу, да, привязывали и получали определенную там определенный дом, место, где можно было жить, защищенное от ветра, от бури, от зверей и прочее, прочее. Итак, в степи народ, который многочисленный, народ, который кочует, народ, который в основном скотовод, потому что по-другому не прокормиться, они не земледельцы, у них нет земли. Вся степь в их распоряжении, но они сеять и так далее не могут. Здравствуйте. Следующий момент. Народ, у которого нет кладбищ, они не хоронили. Это сейчас хоронят. Но в те стародавние временах они не хоронили, жгли. Жгли мертвецов, а у некоторых кочевых племен была традиция отдавать мертвое тело птицам.
по-разному там это все делалось, но, то есть сам факт в том, что кочевые народности не имели кладбищ. То есть они себя не привязывали к какому-либо месту, потому что если есть кладбище, да, это привязать себя. Многие люди, которые переезжают с одного места или сбегают, например, во время военных конфликтов, что они говорят? Там могилы моих родных, да, вот хотя бы могилы моих родных увидеть и так далее. Они переживают, у них душевная боль за то, что там где-то вот могилы родных, которые видеть нельзя. А в этом случае монгол должен был, вообще кочевник себя не должен был связывать ни с чем. У него не должно было быть какой-то зависимости от чего-то, даже от могил. И поэтому мертвых жгли. Значит, у них не было привязки к этой земле. Они не ждали именно от этой местности чего-либо, в отличие от оседлых народов. Они двигались. Их жизнь была вечное движение. На что было надеяться кочевнику в голой степи? В голой степи кочевник мог выжить только благодаря жестким, сильным законам, которые он принимал. Если бы не было таких законов, он бы не выжил. Самый главный закон кочевников, кочевых племен, это гостеприимство. Так считалось, что если человек пришел к тебе в юрту, попросился к тебе ночевать, остался, сколько бы там ни было, ты обязан его принимать, даже своего врага. Потому что завтра ты можешь оказаться в такой же ситуации, и поэтому другие тебе откажут. Понимаете? Вот этот жестокий железный закон, он взаимовыручку создавал. То есть человек не боялся, что его примут, если он где-то заблудится, если что-то с ним случится, если разбои были в то время обычным делом, поэтому если у него заберут все, что у него есть, ему есть куда идти, есть к кому его приютить. Обычный человек обязан был приютить кочевника, потому что такой был закон. Второй закон кочевого племени – это выбор невест и связывание, то есть связь между племенами, который закреплялся узами брака. Как ни странно, вот те древние периоды кочевого народа, лошади там, где отвязался, там и остался в степи. Шкура быка. Не совсем поняла, о чем вы. Ну, почитай потом. Значит, что интересно, да, в древние времена у кочевых племен материнская сторона была сильнее, чем отцовская. Если человек что-то сотворил, что-то не то сделал, он искал помощь у материнских родственников. И, может быть, у некоторых народов до сих пор это сохранилось. Материнская сторона – это как бы сильнее по родственным связям, чем отцовская. Вот это было как бы железно. Кроме того, женщина считалась наследником своего отца до того момента, пока у нее самой не рождались сыновья. Если у нее не было сыновей, если у нее были одни дочери, она считалась наследником своего отца, равной с братьями. Знаете почему? Потому что считала, что если женщина не рожает мальчиков, может быть, ее вернут обратно домой. Либо ее положение в семье будет шаткое, потому что муж возьмет вторую жену. А значит, этой женщине некуда деваться, некуда идти. Она должна быть защищена. Она была равноправным наследником отца до того момента, как у нее родятся сыновья. Когда у нее рождались сыновья, она прекращала претендовать на какую-то долю в отцовской семье. Вот этот мудрый закон тоже помогал как бы быть уверенным женщинам вот кочевых племен. Следующий момент. Ему в этой дикой голой степи ждать чего-либо было неоткуда. Мы сейчас не о викингах. Если надо будет, потом поговорим о викингах. Здравствуйте, Ольга. Ему в голой степи ждать было помощи неоткуда. Он должен был оживить эту степь, чтобы эта степь ему помогала.
Понимаете, он должен был своей бесконечной верой в свою удачу, что получится, что выживет, что сможет прокормить свое племя. Когда абсолютно голая степь, и она не дает ничего, что может дать кочевнику что-либо для пропитания, для жизни? Только его бесконечная вера. И с этого времени, вот именно по этой причине, кочевые народы уважают природу. Они, значит, как бы сказать, наделили душой все, что возможно, все, что вокруг них. Они наделили душой степь, они наделили душой горы, камни. Хотя гор не было, он так имею в виду вот эти вот такие возвышения, да. Они наделяют душой реку. Их верование, их магия связана с природой, с огнем, с водой, со всем что угодно. Да, бог Тенгри, очень сильные ритуалы. Особенно Бир Тенгри очень хвалят, очень хорошо помогает. И поэтому его эта бесконечная вера, знаете, вот сейчас можно было бы какие-то тренинги провести именно по психологии кочевника, построенные на этой психологии, провести тренинги, например, на том, как можно создать все из ничего. Возьмем, например, Чингисхана, великого хана, да, Тимуджина. Как он создал свою империю? Он создал свою империю из ничего, основанной на законах, на запретах, на поощрениях и так далее. То есть он, собрав воедино все монгольские племена, подчинил их. Подчинил и как подчинил? Под жесткие законы. Жестокие где-то законы, но эти законы подействовали, потому что степняки на самом деле, да, люди вольные, которые привыкли жить по своим законам, как хотят, привыкли жить разбоем, привыкли жить междоусобице, привыкли жить в войнах вечных, в нападениях и в защите, они не особо-то рвутся к дисциплине. Для них армейская дисциплина – это как-то так, знаете, пустой звук. И каждый из них пытался стать ханом, особенно, значит, ханы, которые, дети ханов, которые были там первые, вторые, да, они были без ханства, они были без особых привилегий, они стремились стать ханами, поэтому между ними постоянные вот эти войны, постоянно эта грызня, в котором страдали в основном простые люди, потому что эти все сжигания юрт, уничтожение имущества, загон скота, взятие в плен женщин и прочее, это все приводило к тому, что вот эта одичалая степь, она разлагалась практически. И с появлением Чингисхана вот пришел определенный порядок. Его одно время вообще считали богом. В Монголии его вообще считают богом, считают полубогом, считают воплощением Тенгри на земле, его сыном и так далее. Можно к этому относиться по-разному, но понять этих людей можно, согласитесь, потому что человек, который смог собрать настолько непокорные племена, настолько сильные духом племена, которые на самом деле диковатые, да, в поведении и не признают над собой господина и хозяина, собрать их воедино и создать государство. Сколько государств после Чингисхана было создано? Огромное количество. Ведь он, потом его потомки, чингизиды, потом тимуриды, сколько они создали, вплоть до того, что в Индии правили великие моголы. Если помните, в Индии долгое время правили великие моголы. Потом страны, созданные после нашествия именно как бы кочевых народностей, да, соединенные, скажем, с тюркскими племенами, соединенные с другими племенами, с персидскими племенами. Например, узбеки, да, больше смесь монголов, тюрков и персов. Это созданный новый народ, абсолютно можно сказать. Казахи больше монголы, монголоидное и тюркское, потому что язык, наречие у них тюркское, правда, немножко другого типа, но тюркский язык можно понять. То есть человек, который знает один из наречий тюркского языка, может понять всех тюркоязычные народы.
Хотя у узбеков тоже тюркский язык, но там наречие немножко намного так запутаннее, намного тяжелее понять. Ну, таджики, естественно, они персы, это понятное дело. Потом, дальше, смотрите, Калмыкия, образовалась Калмыкия, которая находится на Северном Кавказе. Ну, практически там Волгоградская область, потом идет Калмыкия. То есть это абсолютно новое образованное государство, которое, смотрите, вот абсолютно из ничего образовалось государство Калмыкия. Калмыки вообще буддисты. Я была в Калмыкии, я была в Элисте, одно время раскопки мы там вели. Там вот прям посреди Элисты стоит золотой джангар. Это, то есть батыр степной, богатырь, который держит сокола или орла на руке. И я хочу вам сказать, что да, что вот именно это имя Джангар, наверное, там очень любимое имя, потому что каждый второй ресторан назывался «Золотой Джангар». Вот он стоит прямо посреди Элисты. Еще есть в Элисте храм, буддийский храм. И знаете, в чем прелесть буддийских храмов? Я хочу вам сказать, что там агрессии нет. У буддийских монахов вообще именно у религиозных течений Азии вот нет такой навязывания или агрессии. Ты можешь пойти в любой, скажем, храм буддийский, и тебе никто не скажет, там, ты христианка или мусульманка, и что ты тут делаешь, почему ты... Абсолютно для любого человека оно открыто. И такое умиротворение. Там есть белый храм в Элисте. Если не бывали там, можете там побывать. Там очень своеобразный храм со всеми учителями, их статуи стоят. В общем, интересно, красивое место. Но это ладно. И там постоянно были ветра. Там очень трудно жить, потому что там все время ветер. И местное население обожает ветер. Но мне было очень сложно там ужиться. Я не могла вот это вот состояние вечного ветра. Они говорят, а мы обожаем ветер, мы любим степной ветер. Это их, понимаете, генетически, это в крови. Иди сюда, Пусек, иди, мой хороший. Опять чихает, никак не пройдет еще. Чуть-чуть осталось, но все равно носик заложенный, как у меня. Иди сюда. Приболел слегка. Так вот, вот смотрите, дорогие друзья, если так вот подумать, смотрите, сколько стран, сколько, ну, сейчас уже республик, да, сколько населения было создано из ниоткуда. Поскольку я жила в Волгоградской области, и родные мои тоже из Волгограда, вот там, значит, прям рядом с нами, это селение Царев называется, там было Сарайберке. Это столица Золотой Орды. Там было. Все время там что-то находят, какие-то раскопки. Там именно, значит, искали золотого коня Чингисхана между вот этими реками, да? Да, я историк, я кандидат исторических наук. Спасибо. Вот это слияние рек Ахтуба и Малая Волга, в общем, там говорят, что там находится золотой конь. Мне кажется, этого золотого коня 100 лет назад уже нашли, отпилили, сдали в металлолом. У меня такое чувство, потому что столько веков не может он там быть. Названия там все монгольские, татарские, все. Вот смотрите, значит, когда Чингисхан прошелся с войском по этим местам, он очень разумно себя повел. Он оставил маленькие селения своих, женил с местным населением или между собой, он оставил как форпост, понимаете? И когда армия обратно возвращалась, эти селения их кормили. То есть было где оставаться армии, было чем питаться, что есть и так далее. Вот эти селения, которые там есть, Маляевка, Бахтияровка, значит, Царев сейчас называется, это Сарайберке, это все созданные вот такие островки после монгольских вот завоеваний.
поскольку гегемоном была монгольская нация, гегемон, что если кто не знает, то есть верховодящие, да, главенствующие нации среди кочевников были монголы, поэтому я и говорю монголы, потому что все-таки набеги и завоевания это совершали монголы. Просто мы и говорим монголо-татарский, татаро-монгольский. На самом деле татары подчинялись все-таки монгольским ханам до поры до времени. Потом татары отделились, потом татары создали свое государство. Но тот же самый хан Тахтамыш, он был татарин по происхождению, да. Потом Казанское ханство, Астраханское ханство. Дорогие друзья, если по России пройтись, да, очень много тюркских, монгольских названий. Улан-Удэ, например, да, Красная красавица. Ну что еще? Алтай, что в переводе означает, ну, от слова алтынь, золото. А золото, что касается золота, Алтын-ханы, отсюда пришло это название Алтын-хан. Кстати, у меня ритуал Алтын-хан, вызов Алтын-хана, знаете, такие интересные вещи рассказывать. Попробуйте сделать. Он такой интересный, я даже не знаю, почему он такой вот, таким образом, как бы у людей такие ассоциации. У них происходят постоянные подарки из ниоткуда. Потому что дух Алтанхана, как я вам и сказала, делайте, будет вам, да, стучите и отворится. Он действительно приходит на помощь. Вы же не просто так говорите воздух слова. Эти слова сильные, понимаете? Эти слова связываются с сущностями. Хорошо, ну вот хорошо, так сиди, чай тебе нальем, попьешь. Да, тюркоязычных слов очень много. Найти юрту, счастливая юрта называется. Наберите, оно не очень давно было выставлено, вот буквально, может быть, недели 3 назад, где-то месяца даже нет, как я выставила вот про юрту. Называется «Счастливая юрта». Что это тут? Вертолеты летают посреди ночи. Голубцы ешь, ну это хорошо, не отвлекай нас, иди кушай. Да, Алтын-Кёль. Кёль или Голь, или Гол, Гёл, это все тюркское слово. Тюркское слово означает, ну, то есть озеро. А что это палец вниз-то? Что случилось? Что это у кого-то пальцы вниз пошли? С башкой проблема или что? Ой, спасибо, Волгоградская область. Ну, это мой родной Волгоград, я очень люблю и скучаю. Иногда жила и в Волгограде долго жила. Эти все селения я знаю. Вот, может быть, кто-нибудь будет из Бахтияровки, из Царева или откуда-нибудь еще. И самое интересное, знаете, в чем дело, что татары, которые там живут, да, видимо, татары, которые там живут в Волгоградской области, вот Маляевка, Бахтиярка, вот эти селения, они друг друга терпеть не могут. Самое интересное, я всегда наблюдала, что вот это все внутреннее, кочевое все-таки, знаете, соперничество, оно все равно есть. Они и между собой-то особо ужиться не могут и не особо любят друг друга. Привет, Алена. Значит, вот татары-малявки называют бахтияровских бездельниками, потому что малявские татары, они очень богато живут, они зажиточны еще с советских времен. У них дома такие огроменные, у них даже в селе музей есть, где-то все показано, их культура, жизнь. И одно время было, значит, принято, модно, чтобы у татарских женщин юбка была очень широкая. Чем шире юбка, тем больше, как бы она по своему, знаете, как по иерархии. Вот. И старались как можно более широкие юбки одевать, как бы показывая свой статус такой, знаете, мать семьи или богатая женщина, госпожа и так далее. Так вот, я когда-то, когда была студенткой, мы снимали комнату у одной женщины. С ней никто ужиться не мог. Я жила с этой женщиной, она была татарка, она была крымская татарка, она была очень строгая соблюдательница всех законов и канонов. И она меня заставляла дома ходить в платке. С этой женщиной никто не мог ужиться. Я с ней прожила 2 года.
когда у меня уже как бы нужно было как перейти на... Все, забыла. Все, на другой тип обучения, мне пришлось уехать. И мы с ней были дружны до последнего, пока она не умерла. То есть я ее помню, она просто очень... Я ее называла апа, тетя. Вот. И она была очень строгая женщина. И я хочу сказать, что я очень благодарна этой женщине, этой сильной личности. Она меня очень многому научила. Понимаете, как вам сказать, вот подчинение взрослому, уважение к взрослому, опыт жизненный, который взрослый может вам дать, это очень важно в нашей жизни, чтобы мы в дальнейшем более разумно смотрели на мир. И вот я очень благодарна моей апа, которой сейчас нету, к сожалению, но я надеюсь, что у нее там, ей там хорошо и спокойно, которая меня очень многим вещам научила в этой жизни, а именно своей строгостью. Не звонить никому, на звонки лишние не отвечать и так далее. Причем здесь религия? Что за дебилизм? Александр, я вас отпускаю. Давайте, к ядрене фени. Пойдемте дальше. Следующий момент. Значит, сейчас отключу, а то мне достали вот это писать, отвлекают. Дорогие друзья, у кочевых народностей, кроме, скажем, магии, кроме вот этих поверий и, естественно, своей религии, шаманизма, который я рассказывала, не будем сейчас об этом говорить, мы больше сейчас о традиции, об удачливости, да, о психологии именно монгольской, вообще кочевых народов. Кроме всего этого, у них была очень сильная вера в разные символы, в разные... Вообще, сами по себе кочевые народы очень суеверны. Они все боятся колдовства, они все боятся друг на друга там с глаз кинуть и так далее. У них внутри это все-таки есть. И вот это вот желание очистить себя там, ну, чтобы не сбылось, знаете, вслед что-нибудь пошептать такое, чтобы отвести беду и так далее, это традиция, которая передается из бабушек, дедушек и так далее. Если кто-нибудь жил, например, в Узбекистане, в Казахстане, там, в Кыргызстане, да, и так далее, ну, в тех же наших, ну, Татарстан и прочее, то они вот, если побывали в музеях, а вообще в селениях женщины до сих пор носят национальные одежды, старые женщины, вы наверняка видели у них разновидные амулеты, всякие защитные знаки и так далее. Даже эти украшения женские, которые сейчас делают ювелиры Востока. Мне, например, если помните, мне отправляли работу мастеров Бухары. Я вам показывала. Это времен Тимуридов еще такое делали. То есть браслет не тех времен, а вот эти все звуки, пожалуйста, все эти, господи, узоры, какие звуки, узоры, все эти всякие там загогулины и все такое, это все создано еще времен Тимуридов, которые правили еще в Самарканде, в Бухаре. Вот оттуда мне отправили вот с такими знаками. Так вот, вера в магию была очень сильна, и она осталась даже сейчас, в исламский период, когда, казалось бы, магия была объявлена вне закона. В любом случае, вера в сновидения, в приметы, в будущее, внутреннее чутье и так далее у кочевых народностей до сих пор есть, и это укоренено внутри, и это где-то оправдано. Значит, тамки. Нет, я не считаю, что я должна делать амулеты. Я делаю, но очень редко. Тамги. Вот что интересно, что слово тамк или тамк до сих пор это слово есть, и это слово вошло в обиход и армян в том числе. Тамк. Что означает седло на самом деле. Спасибо. Означает седло.
Ну, у нас это означает седло, а вообще это кочевое слово, которое означает особый символ. Э, Задолго, да, того, как Европа там всякие там украшала знамена всякими символами, фамильными там гербами и прочее, прочее, кочевые народы использовали вот эти символы защитные, прикрепляя их к седлу, прикрепляя их к стреле, к луку, значит, головному убору женщин, да, и мужчин и прочее, как защитные амулеты, тамги. Эти тамги можно обнаружить на камнях даже, камнях, которые остались после, скажем, отхода кочевых народностей с этой местности. Они рисовали на скалах, они рисовали на камнях, изображали, вырезали тамги и носили с собой. Строгие порядки и границы кочевой жизни, они имеют место быть. Может, кому-то покажется, что степь, она голая, открытая степь, и там свобода, и делай, что хочешь. Хочу вам сказать, что морально-этические правила у кочевников были очень сильные, иначе бы эти народы не выжили. Понимаете как? Народы, которые, ну, по сути своей беззащитны, просто в степи стоят, да, и перемещаются, они должны иметь очень сильные моральные границы. Эти моральные границы очерчены, их не видно, но они существуют. И вот из этих моральных границ, например, юрга, если кто-нибудь слышал, юрга или юрга по-разному, урга называют в разных наречиях. Это территория любви называется. Что это такое? Это, ну, такая длинная палка, с особым символом на конце палки. То есть, поскольку молодым людям негде было уединиться, поскольку они, да, они находились со всей большой семьей в юрте, а у кочевых народностей совершенно не было принято свою интимную жизнь вообще показывать. Это было запрещено. Они даже друг друга по именам не имели права называть при всех муж и жена. Это было запрещено, это считалось неуважением к матери, к отцу и так далее. Они свою сексуальную жизнь, вообще нежности свои должны были держать при себе. А как же быть в этом случае таким вот стеснительным женщинам, да, в своей вот интимной жизни? Им приходилось уходить в степь. В степи, чтобы никто, случайный человек не подходил, значит, вбивали палку в степь, ну вот в землю, и эта палка была высокая, она была видна. И это место означало территория любви. Это говорило о том, что муж и жена там уединились, и подходить туда было нельзя. Если человек нарушал этот закон и подходил, то есть он вел себя недостойно, да, его могли наказать. Более того, его могли изгнать оттуда, из племени. Почему? Потому что он увидел, значит, наготу чужой жены. Это было позорно. Его могли убить за это. Вот поэтому люди, вот о чем я говорю, что если вы видите дикую степь, это не говорит о том, что в этой дикой степи, здравствуйте, что в этой дикой степи не было правил. Они были очень строгие, и очень строго каралось любое нарушение этих правил. И эти правила были основаны не только на каких-то морально-этических понятиях народа, эти правила были основаны на поверьях, что Бог Тенгри накажет, Бог Тенгри весь твой род изведет, если ты нарушишь такой-то закон. Значит, далее, что еще я хотела сказать? Почему монголы боятся дождя? Почему обожествляют дождь? Почему считают гром божественным? И они должны прятаться во время грома. Да, и фильм есть точно, я уже забыл. Если во время грома монголы выходят, значит, в открытое поле, это неуважение к богу Тенгри, потому что Тенгри злится, если он в гневе, он посылает на землю гром. Не напоминает вам Зевса, случайно, дорогие люди, нет? Я же говорю, что верховные боги одни и те же, то есть сила одна и та же, просто у каждого народа по-своему он, ну, по-своему он звучит и по-своему назван. Зевс, громовержец, бог Тенгри. Тенгри, который злится, и когда он злится, когда он в гневе, он бросает вниз
значит, гром, грозу, понимаете? И монголы этого очень боятся. Это говорит о том, что они чем-то нагрешили. Хочу вам сказать очень интересный такой кочевой обычай. Дорогие друзья, в Древней Монголии, вообще еще в древние времена, еще в степи, когда кочевали народы, считалось, что женщина является виновницей всех бедствий племени, которые на него сыпятся. Если нету охоты, если нету чего-то еще, это женщина виновата. И женщины сами себя наказывали. Сейчас я вам расскажу такой интересный случай. Значит, пишет один из путешественников по Азии еще во времена Екатерины Великой. Значит, да, это женщина виновата, что в роду там то и это. То есть вот этот первородный грех и у монголов есть, они тоже не забыли. Значит, он путешествует по степям и пишет он очерки, значит, очерки именно с Казахстана, с казахстанских степей, по-моему, Каракумские степи, что-то в этом роде. Где-то вот в этих местах он говорит, что у этого племени умирал скот, что урожайность была очень низкая в этом году. И, в общем, много всяких бедствий навалилось на голову этой семьи, этого большого племени. И женщины, женщины решили, посовещались, и во главе с одной из очень, значит, разумной, очень старой такой женщины, опытной, которую он называет Апа. Видимо, он, ну, будучи человеком не очень знакомым с культурой Востока, не знает, что Апа есть тетя. То есть Апа не имя, но он пишет по имени Апа. Эта женщина собирает всех женщин, и они, значит, отходят дальше от юрты. Спасибо. И через некоторое время я, говорит, с удивлением увидел, что эти женщины связали друг у друга руки, то есть они связанными руками начали стирать, мыть, чистить, они начали убирать юрту. И вот таким образом эти женщины мучили себя где-то несколько дней связанными руками, как бы сами себя наказывая за что-то. И через 3 или 4 дня, по его рассказу, пошел дождь. И потом, когда он узнавал у своих знакомых, там, которые ездили в эти степи, что в этом году урожай был высокий, и что, в общем, все пришло в порядок. То есть, понимаете как, что эти традиции, обычаи, которые для нас, может быть, дикие, да, или, ну, неприемлемые, или как-то непонятные, мы не можем понять, откуда это вообще и что это такое, да, оказывается, это древние вообще поверья, древняя традиция, что если Бог гневается на все племя, если у них какие-то неудачи, то женщины должны искупить вину своим мучением. И они вот таким образом себя мучают. То есть они, ну, по-разному связывают, значит, кто там фигней страдает, связывают себе руки и как бы искупают эту вину, как бы мучая себя, вот они искупают эту вину. Пойдемте далее. Я как-то вам, если помните, да, я снимала «Магия армян», весьма интересная тематика. Может быть, завтра я это тоже сниму, если у меня будет время, напомните мне. Значит, так, дальше. Что происходит, например, вот, значит, клеймить скот когда-нибудь, да, слышали, что знаете, что клеймят скот, как бы, чтобы не потерялось, чтобы хозяин знал свой скот, чтобы чужие там не захватили. А на самом деле хочу вам сказать, что клеймать скот, это идет от кочевников. Причем они клеймали свой скот не для того, чтобы чужие не забрали, а для того, чтобы защитить. Потому что в степи были волки, потому что в степи были степные шакалы,
потому что в степи было все что угодно, а от скота зависела жизнь кочевого народа. Потому что все, что они получали от своих животных. И мех, и пропитание, и мясо, и молоко они получали от них. Если даже что-то покупали, они меняли, да, меняли, значит, все, что получали от своих животных, от своего хозяйства, меняли на ткани, на что-то там, сладости и прочее. Так вот, клеймо на скот, дорогие друзья, э, это знаки, это магические защитные знаки, которые по поверьям кочевых народов сохраняют их хозяйство. Если вы сегодня спросите любого жителя Азии, например, да, есть ли у вас поверье, например, какой-то знак рисовать на доме, либо знак рисовать на юрте, потому что многие остаются в юртах до сих пор. Может быть, может. Я не читала это, но может быть. У меня немножко другие, более такие древние источники. Дальше. Ой, уже забыла, столько понеслось. Значит, да, давайте, кстати, я вот столько рассказываю. Задайте вопросы. Может, у вас есть вопросы по этой теме? Я слушаю вас. Да, у славян тоже, ну, у всех народов это есть, конечно, но в любом случае. Можете задать вопросы, я вас слушаю. Завтра, если напомнит кто-нибудь мне, я расскажу о магии армян. Если не напомнит, может, не расскажу, потому что я не могу путаться и забыть. Так, давайте. Вопросов нет? Простите, я родилась ногами, мне не везет. Я не совсем поняла. Ведьму кочевников. Отличный вопрос, Василий. Сейчас скажу. Ведьмы. Значит, как у каждого племени должен был быть духовный наставник, человек, который ведет вперед племя, который указывает место безопасное для племени и так далее. Этим духовным наставником был шаман. Если у шамана в роду были и женщины, например, которые были одаренные, сильные, у которых было прорицание, то они могли своим преемникам, то есть сделать женщину. Но в основном это были шаманы, религиозные, скажем, лидеры, деятели, люди, которые связывались с духами, люди, которые ставили оберег на воинах, люди, которые призывали болезнь на голову врагов и победу, значит, своему племени и так далее. Вот в основном шаманизм. Я об этом рассказывала, если интересно. Я рассказывала о шаманах. Откройте, посмотрите. «Магия шаманов». Тоже был прямой эфир. Я там рассказывала просто, чтобы по новой одной тоже не крутить. Чай с маслом, солью, с молоком кочевников рук дело. Я не совсем вас поняла, но вообще у кочевников это называется белый чай. Они делали это из кумыса, хотя сейчас делают из обычного молока.
Ну, вот напомните, да, хотя делалось из обычного, сейчас делается из обычного молока. Знаете, когда мне первый раз предложили такой чай, значит, чай, молоко и соль. Я думаю, ненормальные, что ли, какие-то. Как можно молоко, соль, чай, вообще с солью пить? Это же ужас какой. Он говорит, а ты попробуй. И вы знаете, я попробовала, и мне так понравилось. Такой необычный вкус вообще, непонятный необычный вкус. Это белый чай кочевников, да. Нет, на Руси у женщин не было подобных обычаев. На Руси у женщин немножко иные были понятия. Они больше любили гадать, смотреть, в чем причина, почему и так далее. Э, Родились ногами вперед. Ну, от этого ничего такого здесь нет. Ногами вперед вы родились или нет. Хотя считается, что кто родился ногами вперед, у тех мучительная судьба. Но вы знаете, можно вполне нормальным родиться, но потом всю жизнь мучиться. Да, иткенчай, точно. А здесь вообще в Поволжье, да, татары называют акчай, то есть белый чай. Существуют ли сейчас кочевники? Ну, вообще-то, кочевники – это все народы Азии, которые существуют, здравствуют, живут, и у них свои страны в данный момент. А если вы имеете в виду, кочуют ли сейчас, вы знаете, у меня есть знакомые, которые живут в Монголии, и они до сих пор живут в юртах. Они кочуют. У них скот, они пасут. У них есть квартиры, там все что угодно, но они кочуют. Точно так же кочуют, например, немцы, чукчи, которые живут на севере, да, нашей страны. Они тоже кочуют, они тоже монголоидные племена, они тоже тюркские племена, есть там разные племена. Ну, да, кочуют до сих пор. Хотя это уже не тот кочевник, который был тысячи лет назад, потому что у них есть дом, квартира, у них все есть, но образ жизни кочевника их привлекает. Это их жизнь, они не могут остановиться. Калмыцкий чай тоже, да, вот так тоже называют. Ну, по-разному, это одно и то же, в принципе. Слушаю вас. Видите, сколько у вас сведений о кочевниках? Вы даже не подозревали сами. Джомба точно. Джомбу я пила. Я пила джомбу в листе. Ресторан назывался, по-моему, ой, как же он назывался? Кызыль-Юрта, что-то в этом роде. Что-то в этом роде, да. Ученые доказывают, что чай с молоком вредно. Ой, ученые, знаете что? Я скажу, ученые вообще все считают вредным. Вот если ученых послушать и вообще я рассказывала о магии кочевников, откройте и посмотрите. Если слушать ученых, можно лечь и сразу гробом накрыться и до свидания. Ну, потому что для ученых все вредно. Молоко вредно, соль вредно, сахар вредно, хлеб вредно. Все вредно. Все можно есть и пить, но в норму. Понимаете, организм все требует. Человек должен все попробовать, но в норму. Знаете, по, как бы вам сказать, не нарушая. Вот, вообще жить вредно. Я говорю, если ученых почитать, можно вообще пойти накрыться гробом и оттуда не высовываться. Потому что все вредно в этом мире. У меня нет ритуала для тех, которые родились ногами вперед. Вы поймите одну вещь. Это нужно посмотреть, в чем ваша проблема, что случилось и как это вообще исправить. Обучение детей у кочевников. Дело в том, что до завоевания Чингисханом Китая у кочевых народов Азии не было письменности, обучения. Они не умели читать. Если они считали, то считали палками, то есть они там раскладывали палки. И вот таким образом считали скот, который отправляли в степь и обратно, чтобы понять, если одной палки не хватало или двух, они понимали, что нету скота. Как такового образования не было. Но Чингисхан делал очень большой акцент на образовании своего народа. И вот после его завоевания, после того, как... я ничего не думаю. Я думаю, что если кому-то нравится быть сыроедом, пускай едят на здоровье. Значит, после того, как он завоевал Китай, после того, как он ученых собрал у себя, тем более, когда он создал Монголию, вот тогда уже обучение, письменность, школы, это все уже было открыто. До этого этого всего не существовало. Но
Что касается, имейте в виду, может, воспитание детей было строгим, аскетичным, нежности особых между собой не было ни у супругов, ни у детей в том числе. То есть это все было в рамках, знаете, таких строгих патриархальных правил. Поэтому они и были выносливы, что они говорили, что монгол родился на коне. Вот такое выражение. То есть они были одно целое с конем. То, что вот сейчас показывают, вот эти стремя коня, знаете, сбруи коня, на самом деле тогда этого всего и не существовало. Они просто оседлали коней вот голыми руками. Как происходит разделение, да, кочевых народностей? Как происходит, что одна часть кочевых народностей, если вы вообще вот... Чего? Но мы же говорим сейчас о кочевниках, мы не говорим о цыганах, понимаете? Если о цыганах мы будем говорить, я о них тоже расскажу. Кстати, я хочу сказать, что о цыганах я рассказывала. Можете открыть, посмотреть цыганские шивани. Я там рассказываю о цыганах, о культурах цыган. Найдут ли когда-нибудь гробницу Чингисхана? Сейчас отвечу. Нет, не найдут, к сожалению, потому что по тем поверьям, традициям хоронили так, чтобы никто не нашел, а потом еще убивали тех, кто был свидетелем. Значит, что я хотела сказать? Вылетело из головы. Ой, так. Все, улетела. Ладно. О чем-то я... Да, все. Ведь если так подумать, что вот весь, половина Азии, да, Востока, скажем так, как их находили? Племена просто между собой соседствовали, они знали друг друга и женили своих детей. Это несложно находить на самом деле. И монголы были вообще очень аскетичные, они очень строгие, патриархальные, они не женились на других национальностях. Если вы заметили, например, когда завоевали Русь, очень мало, скажем так, в истории таких случаев, когда... Нет, это миф. Ничего там не привязывали в конский волос к детям. Хочу сказать, что мало историй о любви именно монгольских ханов и русских красавиц. Больше они уводили в плен, но не брали в законные жены. Законная жена была главенствующей, она была своя, понимаете, как правило. И вот этот уклад жизни, он был очень строгий. У него могли быть наложницы разных наций, но главная жена должна была своей нации, и наследник должен был родиться именно от главной жены. Так вот, что я хочу сказать, что как бы мы там ни, что бы мы ни говорили, да, очень приятно. Но смотрите, ведь север, кочевые народности, да, монголоидные тюркские племена, Алтай. Дальше идем. Китай там, это тоже монголоидная раса, но на самом деле не кочевые народности, это оседлые были народности. Японцы, те же самые китайцы, просто немножко другого разлива. Это одно и то же племя. Они всего лишь монголоидная раса. Но родственники ли они монголам? Да, родственные народы, но с совершенно разной культурой. Так вот, смотрите, значит, Алтай, тюркюли или тюрки. Алтайские племена, их не называли тогда тюрки, это были алтайцы, алтайские племена. Значит, из Алтая кочевые племена приходят, я уже рассказывала, в Монголию. 6 веков они остаются там. Там образуется государство Уйгуристан. Уйгурия сейчас, которая постоянно, значит, у них стычки с Китаем, да, у них постоянно, вот недавно тоже был геноцид, тоже, по-моему, уйгурского населения. Много... А что тут правду говорить? Что здесь? Это история. Тут правды... Это правда всем известна. Это история. Значит, уйгуры. Остались уйгуры под Китаем. И что случается далее? Далее случается следующее. Разделяется на 2 части племя кочевое, кочевники. Одна часть монголы или манхалы, что означает, я говорю, да, непокорные, уходят
в одну сторону, тюркюлы или уходящие вдаль, или путешествующие уходят на восток. Так вот, монголы в этих степях, именно вот Каракумской, вот эти степи, которые Тюркестан называется, они отделяются и отходят. Они углубляются на север. И тут обратно, вот откуда они пришли, можно к Алтаю, на Русь идут, да, своей войной. А часть тюркюлы или тюрки, они идут на восток, на Византию. Через некоторое время они не сразу завоевали Византию, они еще остались там 3 века. Остались вот в степях ирачских, Ирач, вот эти вот местности. Азербайджан персидский. Вот в этих местах, не Азербайджан современный, не путайте, Азербайджан, который был и есть в Персии. Значит, одна часть идет до, значит, Жириновский, что там говорит? Да мне Жириновский не интересен, что он там говорит. Я не смотрю этого клоуна. Они идут на восток, завоевывают Византию, Мехмед Фатых, завоеватель, и основывают Османскую империю. Османская империя, основатель Османской империи был Эртугрул, сын Османа. Некоторые считают, что это его сын Осман основал эту династию. Ну, разные есть версии. Там, по крайней мере, османов несколько у них в династии изначально. Эртугрул, если кто-нибудь знает такую легенду Эртугрул и Халиме, это вот очень древнетюркская легенда о любви, значит, предводителя тюркюлов Эртугрула, или, сейчас скажу по-другому, ой, сейчас, секунду, сельджуков, вот. Вот племя, более властвующее над тюркюлами, называлось сельджуки. Вот, значит, глава, предводитель сельджуков Эртугрул и его жена Халиме, которая умерла после того, как не при родах, но после рождения второго сына она умирает. Но от Халиме и Эртугрула идет дальше, значит, династия, сын Осман создает эту династию, от Османа рождаются там другие потомки, и вот правнук Османа Мехмед Фатых завоевывает Константинополь и вследствие того еще и Византию, естественно, понятное дело. И турки, значит, начинают вести оседлый образ жизни. Турки получают государственность. Сначала они назывались османы, просто османы, династия османов. И сельджуки стали называть себя тюрками. Именно тюркюлы взяли вот эту, это название. Когда приняли ислам, вот многие фильмы, которые основаны про Мехмеда Фатиха, они на самом деле не соответствуют правде. Объясню почему. Дорогие друзья, Фатих не был мусульманином. Понимаете? Фатих был приверженцем шаманистской религии, то есть религии кочевников. Его сын Баязет принял ислам, но Фатих, Мехмед Фатих, он не был мусульманином. Просто когда показывают фильмы, где они славят Аллаха и делают намаз и так далее, но не соответствует это действительности, потому что ислам принял как государственную веру, религию его сын Баязид первый, но не Фатих. Так вот, Фатих завоевал Византию, соединил свою родословную с родословной византийских императоров. Поэтому хочу сказать, что османы, они смесь где-то, знаете, вот византийских императоров и османских, то есть османской линии. Вот когда Баязид I принял ислам, тогда династия османов начала называться Али-Осман. То есть добавили имя Али в честь или в память пророка Мухаммеда. Вот после этого они начали именовать себя Али-Осман или Отоманская империя. Почему Отоманская империя? Слово «ата» – отец.
главенствующая империя. То есть он назывался главенствующей империей над всеми тюркюльскими племенами, да, тюркоязычными кочевыми племенами, которые он помог, собственно, собрал их воедино, соединил, мало того, что соединил огромную империю, расширил, дальше завоевывая земли при Сулеймане, еще больше завоеваний было при Мураде III. Дело не в этом. Дело в том, что Крым-то тоже с помощью Отtomанской империи, понимаете, было создано именно Крымское ханство. И Крымское ханство считалось как бы другом, соратником османов. Вот почему, когда Екатерина присоединила Крымское ханство, Османская империя негодовала, потому что она лишилась очень главного соратника там, на Черноморье. Так вот, хаканы или ханы, или то есть главенствующие даже во время Отtomанской империи сохранили этот титул. То есть султаны называли себя еще и ханами, понимаете? А ханы, по сути, это, это в основном были предводители кочевых племен. Но когда тюрки и тюркюлы начали вести оседлый образ жизни и создали династию Али-Осман и Оттоманскую империю, в любом случае, когда их представляли или когда они представляли себя, они говорили «хан Хазретлери». Хазрет означает «благороднейший». Вот, да, атаманская порта. Значит, хасрет или хазрет, что означает благороднейший. Хочу вам сказать, что в Грузии, где я родилась, рядом находится город Хазрет или Казрет. Я всегда думала, что за слово хазрет, откуда оно произошло. А рядом Больнисси. Значит, когда Шах Аббас, персидский лев, завоевал вот эту часть Грузии, он сжег, он придал огню всю эту местность, а местное население угнал в плен. И говорят, что огонь был настолько силен, с такой мощности, что дым еще стоял неделю там с чем-то. То есть все сожгло. И боли на грузинском языке означает дым. Вот эту местность назвали дым. Через некоторое время он возвращает своего сына в эти местности и ставит наместником для того, чтобы удержать завоеванные земли. Так вот, его сын Шехзаде Хазретлери, то есть сын Шаха, благородный, он там поселяется. И вот эта местность, оттуда пришло это название Хазрет, то есть местность, где живет благороднейший царевич, там Шехзаде, Мустафа его звали. Вот он там царствовал некоторое время. Пойдемте далее. То есть о чем это сказано? Что невзирая на то, что кочевые племена создавали страны, все эти названия, все эти названия, все эти традиции, обычаи, они сохранили. Невзирая на то, что кто-то принял ислам, кто-то остался верен древней религии. Например, монголы до сих пор верны древней религии, шаманизм у них в основном, да, исповедуется. Смотрите, калмыки приняли буддизм, они буддисты. Но невзирая ни на что, у них общие традиции, общие блюда, общие, значит, обычаи, общие моральные критерии, общие понятия мировосприятия и прочее, прочее. Вот о чем я хотела вам сказать. Как бы там ни было, удача кочевника, хочу сказать, что удача кочевника – это реальная вещь, это не просто выдумка, что голая, абсолютно голая степь, которая ничего, по сути, не должна дать, да, по идее, никому, особенно кочевым народам, она дала не просто удачу этим народам, она для этих народов создала республики. Вы смотрите, кочевые народы, мы говорим, ну вот в Алтае они живут там, ну, они входят в Российскую Федерацию, но в любом случае, пойдемте далее, Монголия, пойдемте далее, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, дальше пошли, значит, вот эта огромная часть туркестанской степи, которая принадлежит сейчас Ирану, тоже заселен кочевыми народностями, которые еще тогда были, да. Да, они боятся землю трогать, считая, что земля чувствует боль. Пойдемте далее. Крым, Татарстан,
Башкирдыстан. Дальше что? Значит, сейчас, в данный момент, Турция, да? Кроме всего прочего, мало того, что они захватили вот это полмира и остались на местах, создав страны, они еще правили в разных государствах. Тимуриды правили, значит, чингизиды правили, великие моголы, то же самое, потомки Чингисхана и Тамерлана дальше от него правили. Великие моголы правили. Шах Джихангир, всемирно известный шах Индии, он тоже был из великих моголов. Одно время он, причем он так умело правил, он женился на местных женщинах, не запрещал им исповедовать свою веру, но не запрещал он местным жителям исповедовать индуизм, но в то же самое время строил мечети, и поэтому вот это произошло. Именно во время правления великих моголов часть индусов приняла ислам, а часть осталась верна своим древним религиям. Вы думаете, почему между Пакистаном и Индией войны? Вы знаете, что пакистанцы и индусы – это один и тот же народ. У них и письменность, и история. Это один и тот же народ. Единственное, что их разделяет, дорогие друзья, это вера. Больше ничего. Все одно и то же. Далее пойдемте. Хорватию они создали. Хорватия и Босния была создана, то есть взята, да, Черногория, Босния, именно во время атаманского правления. Великая Ванга родилась в Османской империи. У него в паспорте написано место рождения Османская империя. Почему? Потому что Османская империя распалась на самом деле в начале 21 века, да? То есть в конце 20 века. Она существовала, Отtomанская империя, еще до этого времени. А я же скоро отключаюсь, потому что у меня не хватит зарядки. Так вот, дорогие мои зрители, о чем я хочу вам сказать и донести, что если народы хотят, они из степи выжмут себе и царство, и трон, и каганат, и ханскую власть, и все что угодно. И в моем ритуале, где я вот привожу, да, удачу кочевников, я объясняю, там сказано, от и степь великая, на которой ничего нет, но ты из ничего даешь и трон, и власть, и каганат, и ханство, и все такое. Вот психологию кочевника, если вы себе вот это присвоите, что можно из ничего получить огромное количество стран и республик, я вам перечислила, это все кочевые народы, дорогие друзья. Да, они сейчас и земледельцы, они сейчас и мастера, все правильно, Алена, но тогда они были кочевые народы, они перемещались отсюда туда, и они не на кого было им надеяться. Они были все время под набегами, все время гнобили, гнали местное население, не пускали, не давали их пасти скот. Они все время сражались, они все время должны были за свой кусок хлеба сражаться. И такие люди не могут выжить без веры в то. Ой, привет, Лёш, ты чего это? Где ж ты пропал, друг любезный? Мне очень приятно тебя видеть, прям неожиданно. Это мой друг, самый лучший, самый умный. Скажи мне честно, ты опять где-нибудь путешествуешь в Индии 100%? Да, дорогой мой? Надо будет с тобой как-нибудь увидеться, а то я уже... Я какая-то... как монгол в степи, никуда не хожу. Привет, Лёш. Ой, вот друг, который знает меня уже много лет и искренний человек, о котором я могу сказать, что у нас действительно бескорыстная дружба. Лёш, я должна тебе отдать новые книги. Как-нибудь выйди на связь завтра мне. Напомни, пожалуйста. Да. Неожиданно просто. Не ждала, что он не спит. Что ты тут не спишь? Ты же тоже не монгольский кочевник. Итак, друзья мои, о чем я? Да, это из роликов Лёша, которому приписали, что он какой-то гастарбайтер. Придурки. Сделали из человека гастарбайтера. Идиоты. Ой, извиняюсь. Так,
Значит, что я хотела сказать, дорогие друзья. Так вот, психология человека, который абсолютно из ничего, из голой степи сделал себе империю, одну, вторую, третью, говорит о том, что если человек, если народ, если сообщество желает, он может из ничего создать империи. Согласны со мной? И как это произошло, я вам просто очень четко по полочкам разложила, рассказала. Мне кажется, у вас уже не должно быть неясности в голове, настолько я вот это все вам объяснила. Ну, дорогие мои кочевники и оседлый народ, я пойду немного отдохну, вздремну, потому что мне утром нужно будет ехать по делам. У меня вообще завтра очень насыщенный день. И очень много работы, очень много дел. Как всегда, собственно говоря. Но, как говорит Яна, лучше как там, устать от работы, чем от безделья. Спасибо. Кому нужно, можете потом пересмотреть. Еще раз напомню, что у меня, значит, есть темы. Смотрите, магия кочевников, шаманизм и так далее. Ну, вот эти темы дополняют то, что я вам сейчас как бы рассказываю. И вам будет интересно посмотреть, у вас общая картина сложится. Все, спокойной ночи, Лёша. Или спокойного утра, я уж не знаю, что тебе желать. Или туда, или сюда. Все, всем удачи.